Богата же на новости была ХН этой осенью. Выпустили второй сезон мульта, забили на ХН 2, анонсировали ХН 3, фильм, но об этом позже. Мое мнение насчет всего этого я выскажу в каком-нибудь другом ролике, а пока зациклимся на мульте. Знал ли я, что второй сезон выйдет всего через год? Конечно да. Ждал ли я его лично? Конечно нет. Но мульт вышел, а вот каким он получился по итогу мы разберем в настоящем ролике. К тому же я учел все ваши претензии насчет моего дубляжа в прошлом видео, потому я набрался опыта, постарался сделать как можно лучше, а получилось у меня или нет, решайте вам. Начинается сериал с... Так, это вообще кто? По говнешке на голове ясно, что это сосед. А это что за дрыщ? Так. В книгах было что-то про детство соседа. Вот, Айк. Какой-то Айк. Ну, значит, Айк, друг детства Теодор. В смысле, Франклин Питерсон? В смысле? Он брат соседа. Так, скажу четко и ясно. У соседа никогда не было брата. Никогда. Никита Колесников сам лично об этом говорил в одном из запросов. А то, что там рисунки были какие-то, так это называется концепт-артом, тестовым образом персонажа. А вот картинка с братом из игры. Это поцелуй Иуды, неучи долбаные. Никто этого не просил, никто этого не хотел. Но это ж надо было додуматься приписать соседу с какого-то хрена появившегося брата. Ладно, начинается сериал с того, что мелкий Теодор и какой-то ноунейм хотят вступить в инженерный клуб к детским версиям мэра, директрисы, полицая и поварихи. Я хочу вступить в инженерный клуб. Ты можешь вступить, если пройдешь вступительный экзамен. Ах да, вступительный экзамен. Точно. Но это будет в полночь. Просто придите сегодня на метеостанцию. Там все и будет. Придя на заброшенную метеостанцию, они, конечно, там попадают в засаду, из-за чего им приходится бежать в те самые катакомбы. Погони, заварушки, драчка, пострелушки, ну это ж все детские забавы, да? Без свидетелей. Чего, мать твою? То есть к вам просто пришли чуваки и сказали, можно с вами чуть-чуть потусоваться, а вы за это решили прикончить? Вы больные? Сценаристы, вы, больные? Что вы там употребляете, что такая хрень в голову приходит? В общем, от хрена Клин сдох, фанаты счастливы, из дыры брызжет струя и начинается основной сюжет. Тринити приглашает Ника встретиться возле парка Зала... Да что ж вы нахрен делаете со мной? Я уже задолбался бомбить, но не бомбить я уж, простите, не могу. Ладно, попробую спокойно. Вот во вселенной Hello Neighbor есть свой язык. Изначально это был исковерканный русский, но для америкосов решили адаптировать на исковерканный английский. И в играх все, везде, все надписи написаны на исковерканном языке. Тут в 22 году выходит мультсериал, и там все надписи не исковерканы, что в целом логично, ведь неподготовленный зритель подумает, что у него развивается дислексия. А при создании второго сезона создатели решили, неплохо было бы и в мульт наш язык внедрить, но так, чтобы и обычные зрители все поняли. И как думаете, что они сделали? Правильно, они сделали говно. Что это, такое? Почему одна и та же надпись в одном и том же месте на двух разных языках написана? Вы там определиться, что ли, не можете? Либо переводите все, либо не переводите ничего. Что это за ночной кошмар филолога? Почему у него два одинаковых слова переводятся по-разному? Где он это учил? Что это за хрень-то? Да ладно, это еще фигня. Обычный дорожный знак у них то стоп, то соп, то пос! Я еще даже основной сюжет не начал разбирать, уже пукан сгорел. Дайте в жопу, короче, уж лучше я пойду делать обзор на что-то более адекватное. Но в этом в другой раз как-нибудь. Идите в жопу, все, достали меня. Короче, Пупа-Лумпа и Умпа-Лумпа встречаются у входа в парк. Ты не представляешь, через что мы прошли, через что я прошел. Боишься сказать, что ты боишься? В отличие от тебя, я не попадусь. Угомонитесь, вы оба. Тот тип из моей комнаты. Сейчас, смотрите, будет магия от монтажера. Хоп, сразу ночь. Туда.
Это не похоже на типичное поведение воронов. Да, согласен. С чего вороны вообще начали на них нападать? Или они просто сами по себе такие агрессивные? Но тогда почему на того чувака не напали? Им действительно показалось, что это двухметровая махина их сородич? Да и как он сам внезапно понял, что сейчас из кустов вылетят птицы и начнут атаковать? Ладно, я пытаюсь найти логику там, где ее нет. Короче, собрав полный секрет Нейбор, все, кроме Ника, решают продолжить следить за воронами. Но, как обычно это и случается, Тринити умирает. На самом деле, так как внезапно в этом мульте Тринити диабетик, то ей нельзя сахар, и она случайно берет печенье не из той коробки. Это же не случайно! Теория! Затем ей снится сон с какой-то пародией на Картун Кэта, и она просыпается в больнице, где ее встречает директор школы, как будто кто-то сомневался, что она выжила после взрыва. Поболтав, погуляв, она идет на стрелку с вороном возле парка, где опять, как в 3-й серии, каждый рассказывает свою невыдуманную историю, о которых можно было и промолчать. Нам позвонили из полиции и сказали, что на наших родителей напала стая белок. Полиция назвала это случайным инцидентом. Ну, знаете, обычная, совершенно случайная беличья резня. Вы видели такие монеты у ваших родителей? Я нашла это в сумке нашего отца. Погоди. Мне позвонили и сказали, что мой пес сорвался с цепи и бегает по округе. Ты назвал своего пса пес? Да какая разница? Это ж пес. Он был мертв. Я дал ему это на прошлой неделе. Может быть, я что-то не понял, может быть, я один тупой, а все вокруг умные, но разве в конце прошлого сезона не говорилось, что если потеряешь монету, то потеряешь жизнь? Какого фига тогда теряют жизнь все те, у кого эта монета? Или, по мнению сценаристов, от перестановки мест слагаемых значений не меняется? Типа, это же то же самое, что и потеряешь жизнь, потеряешь монету, да? Только вот по такой логике, нафига тебе вообще какая-то монета, если ты уже окочурился? Это все равно, что сказать: если сядешь на стул, ты не будешь лежать. Еще в этом сезоне узнается, что Лесли в той серии все-таки украл деньги, а не взял взятку. Но вопрос все еще остается. Нафига? Могла бы быть теория, что раз потеряешь монету, потеряешь жизнь, то он таким образом себе кучу жизней нафармил. Но раз эта фраза теперь вообще не имеет никакого отношения к реальности, я понятия не имею, нафиг он их украл. Короче, они думают, кто же такой ворон, и по итогу решают пойти к Нику. Может, он что-нибудь знает. Ты ведешь себя не совсем так, как обычно, и мы беспокоимся. Да ладно, Ники, что ты нам не договариваешь? Почему с тобой ничего не случилось, пока все это происходило? Ничего не случилось? Знали бы вы, что я пережил. Подвал меняет людей. Да? Как сильно? Раньше я был голубоглазым. Если не поможешь, мы спросим у кое-кого другого. Ты про кого? После того, что он сделал со мной? Ты спятила? Он монстр! Если у тебя есть идея получше, я вся во внимании. Вы сдохнете! Все вы! Если вы сейчас же не оставите это, Питерсон или вороны, или еще какая-нибудь чертовщина в этом городе, они придут за вами! За вашими семьями! За всем, что вам дорого! Вы умрете! Все из вас! Никто не спрячется! Никто не в безопасности! Никто не в безопасности! Никто! Поздравляю! Это первый раз, когда я за что-то хвалю этот долбанный сериал. В кои-то веке какая-то интересная сцена без дебильных шуток Марицы и без подкатов Энзы. Хотя, кажется, чего-то не хватает. Какой-то внезапной фигни, которая ни к чему никак не привязана. Мам, пап, что случилось? Розетки в моем кабинете взорвались. Тринити! О нет, нет! Что? Почему? Как родители выжили? Какого хрена весь дом разлетелся как от С4? Причем тут монета? Кто сейчас монету потерял? Дом монету потерял? Идите нафиг! Затем нам показывают предысторию, которую я ненавижу всем сердцем. Если что, эта сцена как бы из книг по Hello Neighbor, но так как я их еще не разбирал, по моим принципам я не могу говорить о них. Но скажу так, этот момент вообще ни на грамм не отражает того, что было в книге. Мало того, что ее изменили в худшую сторону, так она вообще никаких эмоций не вызывает. Спойлерну немного, но в книгах это была трагедия. Это был траур, событие, которое навсегда изменило отношение жителей города к паркам и стало началом всех событий в Hello Neighbor. А тут просто пуф, было
девка, нет девки, все, идем дальше. Ненавижу этот момент. Он просто показывает, насколько создателям насрать на сюжет и первоисточники. Неудачно попытавшись проследить за соседом в тюрьме, чтобы что-то, Тринити решает сама пойти к нему поговорить прямо в полицейский участок. Как будто кто-то пропустит маленькую девочку к опасному заключенному. Пропустили. Ты знаешь, что это? Не можешь найти себе места? С тех пор, как какой-то чудак в костюме птицы дал мне эту штуку. Тот, кого ты описываешь, не играет в детские игры. Теперь ты в ловушке. Прям как я. Ты ничего не найдешь, даже имея ключ. Ты про эту монету? Это ключ от чего-то? А чего это в твоем доме? Чего-то, что мы упустили? Повторяю, никогда не входи домой. Ты знал, что я сделаю не так, как ты сказал. Ты сказал, чтобы я не ходила, значит, я должна пойти. Там ты приготовил ловушку, чтобы поймать меня. Хотя, может быть, ты знал, что я пойму? Ты сказал, чтобы я не ходила, значит, я могу подумать, что ты хочешь, чтобы я пошла, и тогда я не пойду, как ты этого хотел. С какого-то хрена, решив, что в доме Питерсона что-то есть, Тринити подначивает Ника разведать туда. Кто здесь? Ты правда не видела эту тень? Тень? Где? Она исчезла. Теперь-то ты видишь? Ты сходишь с ума, сводишь меня с ума. Расслабься. Ладно, хорошо, нечто видит только Ник, и это его воображение. Канон. Но поймите, почему мне тот рисунок из прошлого сезона не понравился. Вариант с тем, что ну это же просто пасхалка, что-то прикапываешься к пасхалке, отпадает сразу, потому что пасхалки должны быть органично вписаны, а не просто суваться тебе в лицо. Мне очень понравился комментарий Таира Касимова к прошлому обзору насчет пасхалки на игру The Final Station, которую оставили на бутылке из-под шампанского. Эта игра довольно интересный скролл-шутер про выживание на поезде в постапокалипсисе. Надо общаться с разными выжившими и доставлять их до пункта назначения, чтобы зарабатывать и продолжать выживать. И вот каким нахрен хреном эта игра связана с бутылкой из-под шампанского, а? Скажите мне. Вот с этим рисунком и так же. Ладно, допустим, рисунок нарисовал сам Ник, но почему тогда я этот вариант не рассматривал? Потому что, во-первых, нет никаких на то намеков, хотя бы в виде разбросанных листов и карандашей в подвале, а во-вторых, во франшизе Hello Neighbor рисовал всегда не Ник, а Аарон. Ну да, нам же насрать на характеры, основные качества персонажей, которые выстраивались много лет. Захотим и соседа брата добавим, и Ника рисовать научим. Боль или радость, судьба или удача, будущего ждать, себе напортачить. Что это? Не знаю, но здесь много всего. Начинаются бегунки на перегонки, и они сбегают из дома, по пути внезапно встречая Квентина из второй части. Вы детектив? Журналист-расследователь. Я расследую тайну пропавших детей в Вороньих ручьях. Детей Питерсона? Да, и не только их. Вы слыхали историю о Люси? Люси И? Юная девочка. Ходят слухи, что Питерсон последовал за ней в комнату страха в парке развлечений «Золотое яблоко». Больше ее никто не видел. Вокруг этого Питерсона дети пропадали на протяжении многих лет. Даже говорить о том, что в оригинале никакие дети не пропадали, не буду. Я уже устал от этой идиотской отсебятины. Вкратце, Тринити обещает, что не будет больше лезть к соседу в клетку, а Ник опять ловит паническую атаку из-за нечто. На следующий день детки-малолетки связываются по Дискорду, где каждый следит за своим подозреваемым. Но Дискорд заблокировали, и на них поодиночке нападают каркалицы. Поэтому Тринити спокойно, как себе домой, приходит к камере опасного преступника. Скажи мне, кто или что нас преследует? Знаешь, у меня был отличный вид на твой дом. Я смотрел, как ссорятся твои родители. Смотрел, как ты делаешь уроки. Смотрел на тебя. Ладно, не помогай. Надеюсь, ты сгниешь тут. Ты же не хочешь уйти просто так. Ты не можешь. Ты одержима. Прямо как в Шелбивилле. Да,
Ты маленький монстр. Твои родители это знают. Я это знаю. И скоро все узнают. И это все? Где сейчас твои друзья? Я не знаю. Мы попали в засаду. В общем, на всех нападают поодиночке. Нападают на Энзо, но он сбегает. Нападают на рюкзачника, и он падает с водопада, и скорее всего сдох. Про Марицу ничего не известно, а вот Ваня... Да, вот этот. Он следит за моим ночным кошмаром, которого тут называют мистер Муртау. Уже поздно, Иван. Тебя здесь не должно быть. Кто вы? Что вы тут делаете? Назад! В этих колбах кислота! Беги! Ну же, Иван! Беги! Беги! Оставьте моего ученика в покое! Если вы думаете, что можете запугать меня этими нелепыми костюмами... Ну что ж, мистер Мёртв теперь мистер Мертвый. Ребятушки решают собраться все вместе, и даже Делрой живой. Как именно он спасся, упав с водопада, нам, естественно, никто не расскажет. Они приняли решение ставить ловушки и ловить этих птицемордых. Ведь всегда, когда они брались за какую-то идею, у них, конечно же, все всегда шло по плану. И вот с этого момента Тринити слетает с катушек похлеще Ника, мне кажется. Во-первых, она решает расставить ловушки не там, где это реально имеет смысл, а в доме соседа, который нахрен никому не сдался, ни полиции, ни этим квадроберам. Во-вторых, она приходит туда, чтобы расставить ловушки, и сама, туда попадается, дура тупая. Затем, чтобы выйти из западни, ей надо что-то положить на кнопку. Ребята, какой предмет надо положить на нажимную плиту, чтобы выбраться? Коробку, ботинок или какой-нибудь другой мусор? Правильно, конечно же, жизненно необходимую книжку, за которой охотится Вороний Культ, готова убить каждого на своем пути. Потом она у входа встречает Ника, который говорит, что это очень опасное место, и лучше отсюда как можно скорее уйти, ведь он ценит их с Тринити дружбу и не хочет, чтобы она пострадала. Сюда, если тебе страшно, жди там. Нет, нет! Да заткнись ты, сука, уже, пожалуйста, ты меня бесишь, падла! Алло, мать, у тебя в башке что-нибудь есть, нет? Он стал психанутым из-за того, что в этом подвале полежал недельку, а ты его обратно суешь? Давай тогда твой диабет также лечить. Запрем тебя в кондитерской, посмотрим, через сколько тебя разорвет от уровня сахара в воздухе! Давай, ты справишься, ты сможешь закончить этот обзор, я верю. Пойдя забрать книжку, мы видим, что ее взяла Марица и вместе с ней убегает. Бежим, 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 и в итоге добегаем до логова Каркарыча, где мы узнаем, что Марица предатель и Тринити хватают. Горьких нет, как нет там и монтажники, и высотники, да, и с высоты. Девчонка, сбежала. Мы можем хоть что-нибудь тебе доверить, Отто? Найти ее. Но Тринити отвлекает их, как в каком-нибудь Far Cry, и думает такая: куда бы мне дальше пойти? О, пойду-ка посрусь со всеми в школе. А теперь пойду-ка посрусь со всеми дома. Ух, что-то я устала, пойду посплю в своей теплой, уютной кроватке. В итоге, каким-то образом, Ник вышел с подвала, наверное, вспомнил, что он сам так умеет делать, но его хватают санитары. Какую психушку? Вы что, угораете, что ли? Это вы кого вызвали? Какую дурку? Вы что, угораете? Прости. Не волнуйся, нас не подслушивают. Я делаю это потому, что нам нужно одно и то же. Я сделала свою часть. Теперь иди.
Останови их, пока не поздно. Я тебе не собака! Нет, стой! Ты думала, я прощу тебя за то, что ты со мной сделала? Вообще-то это ты сделал, сам вышел на улицу и сам начал бурагозить на всех. Я потратил столько времени, чтобы отомстить людям, которые разрушили мою семью. Ага, а в обеденный перерыв ходил себе отстраивать этот здоровенный домище с рельсами-покатушками. Все ради мести, да-да-да. Они забрали у меня почти все. Особенно брата, которого у тебя и так никогда и не было. А потом ты забрала остальное. Ну, в целом, на этом мульт и закончился. Но заодно, после того, как это сделала чуть ли не каждая инди-студия, нам наконец анонсировали фильм по Hello Neighbor. И я не думаю, что создатели смотрят мои обзоры. Я знаю, что создатели смотрят мои обзоры, поэтому обращусь напрямую. Слышь ты, Алекс, мелкий ты жадный чертяка. Я знаю, что у тебя в голове одни лишь деньги. Я знаю, что тебе пофиг и на франшизу, и на каноны, и на все остальное. Но если ты хочешь сказать, что это не так, то докажи это. Не хватайся за первый же попавшийся сценарий. Пусть этот фильм будет сниматься 2, 3, 5, 10 лет, пофиг. Но в конечном итоге должен быть хотя бы шедевр. Понимаешь, это не должен быть просто фильм по игре. Это не должно быть просто кинцо на вечерок. Это должна быть сложная история, давящая на зрителя не картинкой, а сюжетом. Это должен быть не хоррор, а психологический хоррор. Фильм не должен пугать зрителя. Зритель сам должен пугаться происходящего. В отличие от всех других игр-адаптаций, сделать хороший фильм по соседу очень легко. Прям вообще как делать нефиг. Я бы и сам лично с удовольствием бы поучаствовал в создании фильма. Главное, чтобы в конце было качественно. Вот прикинь, Алекс, сделать не один фильм, а целую дилогию или даже трилогию. Ты столько бабла себе нарубишь, до конца жизни хватит. Но если первый фильм получится плохим, денег у тебя не будет. И ты не билд обанкротится, уверяю тебя. Нет, ты сам это знаешь. Поэтому, чтобы было много денег, надо вложить много денег. Над сценарием работает Тайлер Макентайр, и, господи, пожалуйста, пусть будет не он. Да, он работал над фильмом по ФНАФу, но там также были и другие сценаристы, в том числе и сам Скотт Коутон. Потому в идеале надо пригласить и Никиту Колесникова с Карлин Вест. Если их не будет, фильм обречен. Я однажды пообещал себе, что никогда больше не буду завышать ожидания и не буду ждать ничего особенного, дабы не испортить впечатление. Но тут, увы, мой мозг меня не слушает. Ведь если я сниму ролик лучше, чем будет фильм, это будет самым ужасным провалом за всю историю существования Hello Neighbor. И уж поверьте, я могу. Ну а что насчет мультсериала? Ну, была явно проделана работа над ошибками. Повествование стало куда динамичнее и в каких-то местах даже интригующе. И если смотреть с точки зрения обычного зрителя, то это нормальный забавный мульт на разок. Чисто чтобы вечерком глянуть, угорнуть, да и забыть. Но с точки зрения мульта, как наследие игр, наследие многолетних кропотливых трудов Никиты и Карли Энн Уэст, это просто ужас. Характеры персонажей переписываются на ходу, конфликты высасывают из пальца, на ровном месте появляются, родственники, а история коверкается до нельзя. Мне реально было тяжело делать этот обзор. Я создавал этот канал для того, чтобы восхищаться различными проектами, радоваться, смеяться, рассказывать вам о необычных и очень хороших фильмах и играх. Но кто же знал, что так все обернется? В любом случае, несмотря на все проблемы и негодования, я обязательно сделаю обзор и на 3-й сезон мульта. А зачем? Ну как? Зачем? Это же...